Как варят кукурузу в Корее. Казалось бы, что тут такого сложного взять и сварить кукурузу, но везде, как говорится, свои премудрости, и в каждой стране тоже есть свои премудрости. И, конечно же, лето – это тоже про кукурузу, и у нас она уже везде продается, по этому поводу сегодня ее и варим. У меня она в объеме 3 початков, и первое то, что мы делаем, это снимаем с початка верхние листья, но не выбрасываем их, они нам пригодятся. И самые последние листья, которые ближе всего к самой кукурузе, мы их не снимаем, они нам нужны, они как раз понадобятся нам для того, чтобы дать сладость кукурузе. И обратите внимание на нитки кисти ниток, если она достаточно мягкая и влажная, значит кукуруза хорошая, но эту кисть нити мы с початка снимаем. И еще момент, как я говорила, эти листья последние, они дадут кукурузе натуральную сладость. И вот эта нижняя часть стержня на початке, мы ее тоже не удаляем, не срезаем в тех же целях, она тоже содержит сладость. Листья, как я и говорила, верхние мы тоже не выбрасываем, мы их используем. Берем какую-нибудь кастрюлю для кипячения и кукурузные листья и саму кукурузу промываем в холодной воде. Затем разделяем имеющиеся листья на 2 равные части. И одну половину мы закладываем на дно кастрюли или той емкости, в которой собираемся варить кукурузу. А поверх этого слоя листьев мы укладываем кукурузу, у меня их всего 3, если у вас больше объем, то кладете их друг на друга, тогда емкость должна быть больше, и оставшейся частью второй половины листьев мы накрываем кукурузу сверху. Все это для того, чтобы кукуруза была сладкая. Затем нам потребуется вода в объеме, покрывающем все содержимое. Туда добавляем соль, пол-столовой ложки. И в Корее сейчас очень модно добавлять так называемый новый сахар. Если будете его использовать, то кладите 2 столовые ложки. Вообще обычный сахар не советую использовать, тогда кукуруза будет липкая. Ну и вообще в данном случае хочу получить кукурузу с максимально натуральным вкусом. Воду мы заливаем. И затем накрываем кукурузу крышкой и доводим до кипения. Когда кукуруза закипит, мы должны варить ее 30 минут под крышкой, не поднимая крышки. Я подняла для того, чтобы просто вам показать. Через 30 минут мы должны будем перевернуть кукурузу на другую сторону. Если у вас кукуруза в 2 слоя лежит, тогда просто поменяйте слои местами. И для этого нужно, конечно, верхний слой листьев, который не лежит, снять и потом положить обратно. Затем мы варим под крышкой кукурузу опять еще 30 минут, не снимая, не поднимая крышку. Через 30 минут, не снимая крышки, мы выключаем огонь и оставляем постоять под крышкой на 10 минут. Я снимала крышку только для того, чтобы показать вам. Ну и после этого все, собственно говоря, вся процедура закончена. И вот она, наша красавица кукуруза. Но еще какой момент хочу сказать, что отвар от варки самой кукурузы очень полезен для зубов и десен, поэтому мы его можем не выбрасывать, а остудить и хранить в холодильнике и использовать его для прополаскивания рта. Но это уже по вашему желанию. Те листья, которые мы используем для варки, они нам не нужны, мы их выбрасываем, но саму кукурузу, конечно, будем есть, пока что она еще такая горяченькая. И что еще можно сделать, и что делают в Корее, что вы часто встретите, если туда поедете, как ее красиво можно подать к столу. Когда листья немного подостынут, так чтобы до них можно было дотрагиваться, как и до самой кукурузы, то их можно очень красиво заплести. И как вы думаете, каким образом? Все очень просто. Их можно заплести в косичку. Может быть, многие в детстве играли в кукурузу, когда она еще свежая, и делали кукол, и использовали нити кисти для того, чтобы делать кукле волосы. Но в данном случае мы заплетаем косу уже из листьев. Кончики можно обрезать, а конец косички завязать на узелок, чтобы она не развязывалась. И все, собственно говоря, можно есть ее тепленькую еще, можно есть уже остывшую, это уже кто как любит. Смысл был в том, что мы постарались прежде указанными способами получить максимально натуральный сладкий вкус кукурузы. В общем, попробуйте и сами оцените. Лайкайте, подписывайтесь. Приятного аппетита!